Игра партнеров. Вы говорила, что в супружеских парах соединяются, казалось бы, несовместимые личности, словно в наказание друг другу. Это написано про меня. Не могли бы вы дать практические советы, как выйти из данной ситуации, что нужно делать и думать? Я много раз пытался наладить отношения, эффект был, но недолгий, потом понял, что мы несовместимы и мне нужно попробовать их налаживать с другой женщиной. Я выбрал развод. Я очень хочу завершить отношения, но есть общая недвижимость, и обстоятельства мешают мне гладко, с минимальным ущербом осуществить задуманное. Когда я разозлюсь и думаю, что готов все закончить немедленно и на любых условиях, то отношения на время улучшаются без видимых причин. Но очень скоро все начинается по-новому. Что нужно сделать с точки зрения трансерфинга, чтобы изменить ситуацию? Я не ошибусь, если скажу, что большинство разводов происходит по банальной причине: партнеры не позволяют друг другу быть собой. Вы, наверное, думаете, что они здесь не правы, а я хочу показать, в чем не правы. Не угадали. Дело вовсе не в том, кто прав, а кто виноват. Конфликты из-за мелочей имеют один нетривиальный, но главнейший аспект — осознанность, точнее ее отсутствие. Раздражение — это бессознательная реакция. В бессознательном сновидении сон с человеком случается, так как он всецело поглощен этой игрой и не отдает себе отчета, что это всего лишь сон. Точно так же человек спит наяву, реагируя негативно, как устрица, на внешний раздражитель. Все вроде понимают, что каждый имеет право на свои особенности и странности. И если он не такой, как вы, он вовсе не обязан быть таким. Но все это осознают только в тот момент, когда их об этом спрашивают. В остальных случаях спусковой крючок раздражения срабатывает в неосознанном состоянии. Человек, находясь в бессознательном сновидении наяву, не позволяет себе быть собой, а другим быть другими. Возникают отношения зависимости, порождающие поляризацию, которая вызывает ветер равновесных сил. Равновесные силы стремятся столкнуть противоположности характеров, чтобы погасить неоднородность. Вдобавок ко всему, маятники, чувствуя поляризацию, индуцируют у партнеров действия, порождающие еще большее раздражение. Вы не замечали, что партнер иногда ведет себя так, будто нарочно старается вам досадить? Так вот, знаете, что в большинстве случаев он это делает неосознанно, под влиянием маятника, который питается энергией вашего раздражения и стремится направить действия партнера таким образом, чтобы досадить вам еще больше. Вы сами в своем письме иллюстрируете, как работает поляризация. Смотрите. Когда я разозлюсь и думаю, что готов все закончить немедленно и на любых условиях, то отношения на время улучшаются без видимых причин. Когда вы соглашаетесь на любые условия, то отпускаете хватку, словно говорите: «А, гори оно все огнем». Вот в этот момент поляризация ослабевает, ветер равновесных сил стихает, маятник оставляет вас в покое, и, как следствие, отношения улучшаются. Вообще надо сказать, что несовместимы скорее одинаковые люди, чем разные. Когда говорят «мы друг с другом несовместимы» или «не сошлись характерами», в переводе на язык фактов, это надо понимать как «не позволили друг другу быть собой». В действительности люди с противоположными характерами могут и должны жить в счастье и согласии. Равновесные силы недаром сталкивают противоположности, тем самым поддерживая статус-кво. Мне, а быть может, и вам известны пары, которые в течение своего долгого союза разводились много раз. И разводились всерьез, с выносом чемоданов, с битьем посуды, сжиганием семейных фотографий, разрыванием брачных свидетельств и прочими устрашающими ритуалами. Все эти умопомрачительные драмы сопровождались страшными клятвами в том, что на этот раз все окончательно и бесповоротно. Но буря стихала, оба воителя успокаивались и начинали опять жить вместе. Всех этих вооруженных скалками и тарелками конфликтов можно избежать, если осознанно спуститься со сцены в зрительный зал и посмотреть на игру, то есть совместную жизнь, со стороны. Сделать это необходимо хотя бы одному из партнеров. Почему совместная жизнь является игрой? Потому что каждый взял себе роль: «я такой-то, я делаю то-то, а раздражает меня то-то».
Но люди погружаются в эту игру с головой, а потому действуют неосознанно, словно спят наяву. Жизнь с ними случается, и они не в состоянии влиять на сценарий, хотя всеми силами стараются это делать. А теперь вспомните, как вы в детстве играли во взрослые игры. Дети, в отличие от взрослых, отдают себе отчет в том, что все делается понарошку. Они в каждый момент помнят, это игра, а потому действуют осознанно, как играющие зрители. Дети способны изменить сценарий своей игры, поскольку осознают, что это не реальность. Точно так же в осознанном сновидении сновидящий способен контролировать происходящие события. Взрослея, люди утрачивают способность играть отстраненно, погружаются в свои игры с головой, как в глубокий сон, и в итоге теряют осознанность. Ну а поскольку люди спят наяву, они превращаются в безвольных марионеток, послушных маятникам, и жизнь с ними случается на манер сновидения. Попробуйте все-таки поиграть в совместную жизнь, как дети. Возьмите себе отведенные уже роли и сыграйте их отстраненно, понарошку. Например, как только партнер начинает делать то, что вам не нравится, начинайте раздражаться, как вы это делали раньше, но сейчас играйте свою роль картина с гротеском и юмором. В результате сразу станет понятен механизм конфликтов, которые вы разжигали, находясь в неосознанном сновидении наяву. Вы по-настоящему осознаете, насколько все ссоры высосаны из пальца, как в телесериалах. А когда осознаете, сможете наконец позволить себе быть собой, а другому быть другим.